Главные новости сегодняшнего дня. В Москве простили с сыном известной певицы Ирины Понаровской. Сын Ирины Витальевны ушел из жизни несколько дней назад по причине сердечной недостаточности. По данным прессы, трагедия произошла в тот момент, когда молодой человек принимал контрастный душ. Сына Ирины Понаровской обнаружила его супруга. Она вызвала полицию и скорую помощь, однако было уже поздно. На прощание с родным сыном Ирину Понаровскую вели под руки близкие подруги. Однако около самой могилы Ирине Витальевны стало плохо. Она упала и потеряла сознание. Известную певицу госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сотрудники комитета Никиты Михалкова и товарищ Бастрыкин возбудили второе по счету уголовное дело против известной певицы Любови Успенской за спонсорскую помощь и поддержку вражеских государств. Стало известно, что только за последние полгода Любовь Залмановна Успенская перевела более $1 миллиона запредельным государствам, которые открыто выражают свою вражду Российской Федерации. Это уже далеко не первый криминальный скандал, связанный с Любовью Успенской. Год назад против известной певицы было возбуждено еще одно уголовное дело за жестокое обращение с домашними животными. Известную российскую балерину Анастасию Волочкову лишили водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Накануне ночью в Санкт-Петербурге Анастасия Юрьевна устроила скоростную езду без соблюдения правил на своем джипе. Автомобиль Волочковой был остановлен. Сама известная балерина арестована. В крови Анастасии Юрьевны Волочковой была обнаружена запредельная доза алкоголя. На сотрудника пресс-службы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, общественного деятеля Яну Поплавскую, было совершено нападение в скором поезде Москва-Санкт-Петербург. Яна Поплавская направлялась на важное совещание в Санкт-Петербург, посвященное открытию нового филиала антикоррупционного комитета. Нападение произошло в купе поезда двумя неизвестными преступниками. В результате нападения у Яны Поплавской были похищены важные документы, посвященные антикоррупционной деятельности, и денежная наличность в размере 200 тысяч рублей. Преступники были задержаны по горячим следам. Сама Яна Поплавская, хотя и получила травму, отказалась от госпитализации. Массовые обыски прошли в квартирах известного общественного деятеля Валентины Матвиенко. Следственные работы при участии сотрудников антикоррупционного комитета и Следственного комитета прошли в 17 квартирах общественного деятеля в таких городах, как Владивосток, Санкт-Петербург, Москва, Набережные Челны, Саратов, Самара, Калининград и многие другие. Сигналом для обыска послужили противозаконные действия Валентины Ивановны Матвиенко, в частности, получение крупных денежных взяток и злоупотребление своим должностным положением. В квартирах общественного деятеля были обнаружены 50 миллионов американских долларов и более 5 миллиардов российских рублей. На данный момент выясняется происхождение данных денежных средств. К слову сказать, что несколько дней назад на Валентину Матвиенко было совершено нападение. В тот момент, когда общественный деятель давал интервью центральной прессе в Санкт-Петербурге. Валентина Матвиенко сильно не пострадала и не была госпитализирована. Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова потеряла сознание прямо во время музыкального концерта в городе Казани. Стало известно, что Ольга Бузова находится в положении на 2-м месяце беременности. Однако, несмотря на это, российская певица продолжает музыкальные выступления. Следственный комитет арестовал бывшего мэра города Сочи гражданина Копайгородского.
по причине финансового мошенничества, незаконных операций, связанных с недвижимостью и многочисленных покушений на сотрудников антикоррупционного комитета, которые произошли несколько месяцев назад в этом городе во время проверок. Мэр города Сочи на данный момент помещен в следственный изолятор. Большая трагедия произошла в мире шоу-бизнеса и культуры. 2 дня назад на Кипре во время отдыха на Средиземном море трагически погибла вместе со своим супругом молодая российская актриса, племянница Максима Галкина по имени Алина. По данным СМИ Кипра, племянница Максима Галкина, молодая российская актриса Алина, утонула вместе с супругом во время волнения на море. На видео видно, что во время шторма молодые люди играют в волнах Средиземного моря. Потом 19-летняя девушка, племянница Максима Галкина, пропадает из виду, а спустя еще какое-то время ее супруг пытается спасти свою жену и тоже погибает. Максим Александрович Галкин и Алла Борисовна Пугачева пока никак не комментировали данное событие. Известно лишь одно, что племянница Максима Галкина Алина 2 года назад начала свою творческую карьеру и планировала стать не только актрисой, но и российской певицей. В городе Саратове произошло ограбление квартиры российской певицы Кати Лель. Сама певица во время ограбления находилась на гастролях. Известно, что самая ценная потеря в результате ограбления – это 20 норковых шуб, а всего общий ущерб от чрезвычайного события составляет более 5 миллионов рублей. Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который до сих пор находится в следственном изоляторе города Москвы по причине противозаконных действий, предпринял попытку суицида. Это стало известно после того, как бывшему заместителю министра обороны огласили предварительный приговор. Это 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На данный момент состояние Тимура Иванова диагностируется как средне-тяжелое. В Турции трагически ушел из жизни знаменитый певец Метин Аралат. Знаменитый турецкий певец и режиссер скончался на 53-м году жизни. Он почувствовал себя плохо прямо на сцене во время концертного выступления. По информации медиков, причиной смерти стал сердечный приступ. В самый разгар выступления артисту стало хуже и была вызвана скорая помощь. В бессознательном состоянии его привезли в больницу, где медики оказали необходимую помощь, однако спасти жизнь не удалось. В эти дни проходят Дни памяти известного советского и российского диктора центрального телевидения, многолетнего ведущего программы «Время» Игоря Кириллова, который ушел из жизни в 2021 году. Игорю Леонидовичу Кириллову могло бы исполниться 93 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.